Еще раз добрый день. Данная лекция по моей теме спасения рабочего развития. Я показываю технологию по производству знания, когда вы можете реконструировать из информации текущего времени информацию прошлого времени. То есть принцип данного уровня по системе макроспасения заключается в том, что если в текущем времени вы получаете координаты о возможной глобальной катастрофе или проблеме, то тогда вы можете изменять конструкцию даже в том случае, если на структуре текущей реальности, но на данном участке, такая проблема, возможно, начинается. В связи с этим, исходя из этой схемы, вы выделяете сегмент текущего времени, что есть текущее время в вашем сознании, выделяете структуру прошлых событий как среду, связующую область текущего времени с областью начало некой проблемы. То есть область, будущие проблемы, эта область также воспроизводима, в сознании, но при этом она, не находится в постоянном контакте с элементом текущего времени. То есть все события текущего времени выделяются как подвижная динамическая система. Это делает сознатель и делается усилием воли. Если вы, например, рассмотрите атрибуты воли, что есть, например, воля в технологии спасения, то воля — это умение зачастую придавать динамические характеристики, например, статичным средам. Если, предположим, вы смотрите на текущую реальность как на реальность, скажем так, гармонично сложенного типа, то усилием воли, если какая-то проблема назревает, эту реальность можно защитить, придав ей сверхскоростные характеристики или динамические характеристики. Тогда, проекция в эту реальность такова, что реальность все равно не меняется. А при этом может меняться только события, которые могут быть возможны проблемы. Следовательно, в разветвлении этой идеологии по принципу оптического уровня управления вы можете управлять из текущего времени на статичных объектах реальности. То есть статичные объекты реальности — это как системы, которые принимают обратную волну от вашего импульса сознания, и эта волна стабилизируется, и события, которые проблемы, не реализуются. А вот элемент прошлого времени здесь играет роль своеобразной подложки, на чем все это происходит. То есть схему, которую я описал достаточно быстро сейчас словами, по возможности несколько раз, например, при вычитывании, прослушивании лекции, эту схему просмотрите и ее, промоделируйте специально, чтобы понять логический смысл данной схемы. Логический смысл я здесь не открываю полностью, потому что меня интересует духовное познание элементов прошедшего времени. То есть как прошедшее время может быть функциональным. То есть выборка временного параметра из уже прошедшей реальности, скажем. Если прошла сейчас, например, секунда, то все элементы реальности, включая этот стол, они носят характеристику прошлого времени, где это время находится. Например, на том же столе, где происходит архивация такого понятия, как прошлое время. Это в качестве самостоятельной работы вы должны будете найти эти координаты, и поэтому я здесь не детализировал принцип доступа по макроспасению, с точки зрения раскрытия алгоритмической или, скажем так, логической схемы. Поэтому я проговорил это быстро. Второй уровень, который касается уровня саморегенерации при уровне естественного или управляемого гармонического развития, заключается в том, что если мы рассмотрим уровень естественного развития, то управление заключается в статике, в покое, в состоянии нормы, так скажем, тогда получается естественное развитие. Управляемое развитие, то есть управление нормой, управление исходящее из вашей нормы. А управляемое развитие, требующее некой коррекции, это есть принцип активации каких-то специальных областей, которые несоотносимы с понятием, предположим, существующей или текущей нормы. В связи с этим, принцип управления при условии собственной саморегенерации в данном случае заключается в том, что вы в элементах прошлого времени ставите, своеобразные акцепторные точки или точки специальной концентрации, которые функционируют как
область специального доступа, когда идет процесс регенерации. То есть процесс регенерации идет уже потому на духовной основе, что вы эти точки имеете, которые создали сами же. Обратите внимание на духовную слагаемость, так скажем, этого управления, что вы делаете самостоятельно, и при этом же делаете в элементах прошлого времени, то есть куда доступ в принципе может быть минимальным, и эта конструкция достаточно устойчивая, и это же является источником саморегенерации в условиях гармонии, скажем, внешнего или внутреннего развития. Когда вы рассмотрите такую позицию, как внутреннее развитие, то позиция прошлого времени, например, да, во внутренней среде, предположим, если взять организм, совместимо с тем, что если какие-то процессы происходят в какой-то части кровеносной, предположим, системы, то эти процессы через определенно известное по скорости, например, движения крови время достигают какой-то точки. Частица крови, которая была 5 минут назад, она за примерно известное время достигает какого-то места в организме. Когда вы рассмотрите, что означает данная ситуация для сознания, для восприятия в комплексе и в целом организма, то вы увидите, что принцип регенерации частиц, он часто связан со скоростью, иногда это бывает единственная связь, со скоростью реакции сознания на развитие структуры внутри организма. То есть я говорю о понятии внутреннее содержание, да, если в физическом смысле это то, что внутри организма. Если мы говорим о внутреннем содержании духовной системы, то по отношению к функциям организма, если взять и по схеме подобие это сделать, то мы можем также определить единицу развития духовной структуры, за какое время она в каком месте окажется. То есть внутри духовной системы развития, понятие, я использую это слово «внутри», есть элементы законодательного плана. То есть, хотя можно рассмотреть дух как бесконечную систему, но по аналогии с развитием организма мы можем сказать, что внутри есть специальные точки развития, специальные области развития, которые отражены в вашем сознании. Если вы, например, смотрите, где эти точки отражения есть, вы себя регенерируете в условиях внешнего и внутреннего гармоничного развития. То есть поиск данных точек приводит к тому, что вы одновременно и управляете, и одновременно восстанавливаетесь. Причем управляетесь в фазе внешней и внутренней гармонии. Вот эти точки, если рассмотреть область, предположим, лба человека, на уровне восприятия Турани видны как элементы единственно светящиеся, и когда вы приближаете сознание, то есть я показываю диагностику этих точек, когда вы приближаете сознание, например, к физической части лба, то точки бесконечно удаляются, становятся еще более маленькими. Затем они уходят в размер, который является минус размером, то есть есть такое свойство знания, диагностировать системы, которые неправильно включены в характеристики. То есть свет, мы можем воспринять, например, свет по аналогии с обычным светом через сознание и считать, что это управление, исходящее из наличия, например, массы света. Но если мы задаемся логическим простым вопросом, а что есть противоположность массы света, то тогда мы получаем бесконечно удаляющееся сознание часто в принципе того же света. Мы же говорим о свете. И вот динамика движения – это есть характеристика данного процесса. Динамика воспринимаемая именно духовной основой, в связи с этим мы можем строить управление на духовном содержании логических понятий. Если вы, например, погружаетесь в море и существует, предположим, какие-то кораллы, существует планктон, то мы можем сказать, что то, что находится вовне коралла, это среда, где вы можете, например, плавать. И в связи с этим, проведя такую аналогию, вы можете, сравнив кораллы, предположим, свой вид процесс, можете вокруг логической части процесса определять функции и средства развития духовной составляющей и более того координат. Если визуально вы видите кораллы, то вы можете сразу сказать, куда исчез вода, да? То есть духовное содержание как развивается. Имея, например, такую аналогию, вы можете делать управление через структуру собственного сознания на основе пограничных областей. Пограничная область, которая находится между внешней поверхностью коралла и первой частицей жидкости.
Вот там, где сознание стыкуется с духовным ориентированным содержимым процесса управления. Эта область всегда вызывает в сознании вопрос. Вот если задаваться вопросом, мы имеем частицу жидкости, и она, например, соприкасается с кораллом, то вот насколько надо детализировать эту частицу жидкости, да, в области логического понимания, чтобы найти какую-то промежуточную границу. Из известных, например, законов физики есть сведения, что существуют атомы, предположим, да, межмолекулярная система, но это уже не является как таковой жидкостью. То есть углубление анализа, значит, переводит в систему следующего уровня известных знаний. По аналогии, в таком управлении можно поступать точно так же. То есть можно получать качественно иной уровень управления, значит, имея характеристики известных знаний. Известными я называю, в принципе, даже знания, которые вы можете как бы искусственно или самостоятельно, так скажем, да, создать. Искусственно, значит, искусственно воспроизведенным образом, или можно вложить в принципе смысл искусства создания, а не искусственно в плане, предположим, примененным для обычной логики сознания. Да? И поэтому, если мы рассмотрим эти две позиции в словесной интерпретации, то увидите проявление души, где слово, имеющее цель, в реализации проявляется как свойство души. Так вот, точки, где происходит эта реальность, это есть точки управления от души, которые исходят непосредственно от вашей души, но при этом они визуализируются как на уровне духовного восприятия, так и на уровне логического сознания и на уровне том, где в духовном восприятии существует логика сознания. В момент прослушивания этой лекции будьте внимательны вот по отношению к той части, где, значит, духовное восприятие, где часть духовного восприятия рассматривается как логика сознания. В качестве самостоятельной работы надо будет найти этот элемент в системе собственного духовного управления, и вы увидите, что это есть устойчивость управления как по логической фазе, так и по фазе присутствия вашей души в управляющем элементе. Значит, те фразы, которые я сейчас ставлю, по возможности их проанализируйте в плане обобщения или разветвления на различные управляющие области. Третий элемент управления, когда вы управляете из своего сознания любым уровнем, значит, отдаленной или приближенной реальности, то есть прямое управление из системы собственного сознания, строится таким образом, что прямое управление может быть в том числе и управлением прошлыми событиями. В этот момент имеет значение, кто находится рядом и как формулируется вокруг, например, этого человека среда, и как, например, данный человек, может быть, это в принципе какая-то ситуация, как в этой ситуации формируется элемент спасения. И вот в зависимости от этого элемента вы можете давать ответы. Это система поведенческого развития управляющей системы, то есть если вы ведете какие-то разговоры, любые, в общем-то, да, в том числе разговоры бытового содержания, которые не содержат как несущую конструкцию логически выявленного элемента, например, макроспасения, то в элементе прямого доступа эту конструкцию вы можете заложить как по аналогии с системой, скажем так, кораллов и воды. Значит, фразы, которые вы, например, произносите по цели логического управления, это своеобразная система, опять же, условно кораллов, так скажем, да, в таком очень уже более схематичном приближении, то духовное управление по макроспасению это есть вся надстройка, которая существует вне слов. Или вне, там, например, задачи, да, беседы. Тогда получается, что проведение беседы в данном случае это ряд как бы логических линий святым образом выявленное, значит, то, что касается духовной части управления, то, что вокруг находится. И в соответствии с этим, если вы увеличиваете духовный статус управления, то, например, бесконечным образом вы получаете управление теми же событиями, о которых говорите, и теми же, которые являются вашими абстрактическими планами, да, например, в следующих днях или в следующем времени, на основе только лишь специальной концентрации этой духовной составляющей, как бы своеобразно разреженной среды, которая находится вне логики разговора, а находится как бы извне. Практически этот элемент очень полезен тем, что если вы, например, какую-то ведете беседу, то внешняя область является обязательно
схематически управляющий и является управляющими по системе макроспасения и при этом обеспечивает доступ в любое событие реальности, прямо из вашего сознания. Прямо из вашего сознания в данном случае подразумевает то, что образ – это и есть элемент вашего сознания, и события находятся в том же месте. В качестве самостоятельной работы найдите по аналогии, которую я сейчас сказал, почему понятие прямо подразумевает в данном случае фактически одно и то же. Значит, это может быть, что в ответ на этот вопрос существует множество различных ответов. По возможности выберите ответ, который, например, вам там больше понравится. И когда данный ответ, который понравится, вы его начнете распаковывать, вы должны получить, как схема диагностики точности в работе, тот же самый параметр, с чего вы начали. То есть любой ответ, если вы начнете углубляться в его смысловой оттенок, различными методами, исследования через систему структуры собственного сознания, должен быть таким же, каким был первоначальный объект. Как скажем, канонический смысл этого и этих действий заключается в том, что создатель, создавший реальность при уровне, специального контроля или уровне полной свободы, который есть тоже метод специального контролируемого развития по целям создателя. Кстати, полная свобода – это контролируемое развитие по целям создателя об истинной вечной реальности. И здесь мир развивается так, что в бесконечном будущем, в идеале, или же даже в текущем будущем, если бесконечно рассматривать как в системе сознания, как элемент, единый элемент, выявленный сознанием, все стремится к образу и подобию создателя. Здесь элемент, в принципе, аналогичный, и в этом плане анализ с точки зрения сопоставления с работой создателя не вызывает вопросов. Другой вопрос, что, как я сказал, бесконечный элемент развития может быть конечным в элементах сознания, потому что в сознании можно просто поставить вопрос, а где, например, конечная точка, предположим, первого импульса бесконечности. И выявить, например, локальный элемент бесконечности. Вот в сознании возникает принцип в работе сознания, что допустить можно ситуацию в принципе бесконечно много. И получается, что когда допущение или когда работа вашего ментального, логического уровня приходит к, предположим, к управлению, то здесь управляющим элементом при постановочной части, который я сейчас сказал. То есть, если я говорю, что, например, бесконечность, в данном случае это какой-то отрезок в моем восприятии, световой отрезок, он конечен, то элемент, который соответствует развитию бесконечности, то есть я могу, вообще говоря, в представлении логическом просто-навсего спустить, что ли, или организовать элемент сознания, или спустить элемент сознания на, например, развитие бесконечности. Этот элемент сознания, предположим, некая точка А, начинает, например, бесконечно удаляться. Но я могу в любой момент взять, например, назначить точку Б, которая находится всегда впереди. Но точка Б назначена, находится возле меня в этом случае. Она не двигается. Хотя, например, первая все время удаляется. То есть в структуре сознания есть уровни доступа, где подвижные системы, такие как удаляющая точка А, вполне определяемые из, например, одной точки Б. То, что я говорю, это законы развития сознания. А точка Б, она достаточно удобна, она возле меня стоит, и, в общем-то, никаких проблем не представляет. Но активация точки Б всегда позволяет управлять точкой А. И вот промежуточная область, которая является в основном содержимым как духовным, так и логическим, так и присутствием души, вот эта промежуточная область, в этом случае, если вы делаете распараллельную, в данном случае, систему управления, она является однозначно устойчивой по системе макроспасения и по доступу к любому элементу реальности. Данную формулу, скажем так, словесную, по возможности можете, если будет такая временная возможность, расписать на бумаге и посмотреть с точки зрения так называемых весовых характеристик сознания, то есть придав свойства веса элементам сознания, рассмотреть, где максимальная концентрация веса, или, скажем так, максимальная плотность сознания, в данном случае это не максимальная концентрация веса.
Максимальная концентрация элементов, весовых элементов сознания, это другая характеристика для сознания. Плотность вещества — это физическая характеристика. Это то, что существует, например, физическая реальность. В сознании элементы отличаются. Здесь будьте повнимательнее и посмотрите, как происходит отличие. Первый элемент отличия содержится на аксиоматическом принципе, что сознание — это есть структура, в том числе организующая реальность. Следовательно, процессы, которые происходят, например, в физической реальности, могут быть вторичными. Но процессы, происходящие в физической реальности, могут взаимодействовать с сознанием, когда круг при бесконечном количестве связей замыкается. И здесь мы находим точку, что все, что происходит, в мире, уже является бесконечно проявленным. То есть рассуждая просто, примерно так, как я сейчас сказал, получается, каждый элемент является бесконечно воспроизведенным. Тогда мы получаем точку бесконечного управления в любом элементе реальности. А точка бесконечного управления, любым элементом, в том числе нужное событие. Следовательно, вы выбираете всего лишь две точки. Первая точка — это точка бесконечного управления данным элементом реальности, то есть бесконечное количество способов. А вторая точка — это то, что является целевым управлением. И, как я объяснил по предварительной схеме, первая точка, вы ее активируете сознанием и придаете, какой-то сверхвозможной или очень быстрой бесконечной скорости, а вторая находится возле вас. И событие при этом реализуется. При этом оно реализуется в точке, о которой я говорил, в той же точке, где и происходит управление. Вот тот вопрос, который я ставил, что точка управления существует там же, где происходит событие. Если вы начинаете развивать систему с точки зрения организации, логической оболочки этого управления, в том случае управление может быть в основном на фазе духа и фазе управления от души, там, где дух проявлен как душевная структура, то есть структура, идущая от души. Посмотрите, где дух проявлен как структура логического уровня, то есть где вы имеете, например, логику, развитую в духе. Когда вы слушаете лекцию и, например, ставите эти задачи и анализируете, вы получаете управление, которое исходит из того, что логика — это оболочка, которая формируется духом. Но при этом вы можете формировать управляемую из той же логической фазы. Выглядит это на логике таким образом, что вот у вас есть задача сделать управление с использованием духовной фазы, которая имеет сверхбыстрой скоростью, и при этом задача известна. Например, вам нужно вылечить человека или сделать так, чтобы не было взрыва, предположим, ядерного реактора или ядерной бомбы. Да? Тогда вы имеете эту логическую фазу, которая существует как элемент внешней реальности, то есть существование некой бомбы, предположим, ядерной. И второе, что логика управления такова, что вы думаете, то есть вы используете мысли высокой концентрации. Если говорить о том, как происходит управление на духовной фазе и как при этом строится логика следующего управления, то можно сделать переход к следующему плану, что логика управления, которая является следующим элементом развития, это практически развитие духовной фазы. То есть, представить, представить то, что есть сознание, можно моделировать представлением. То есть элементы развития сознания часто могут быть моделируемы и, вообще говоря, так же развиваться, как должен развиваться элемент физической реальности. И если мы рассмотрим некий сад, который фруктовый, и в одном месте есть фруктовое дерево, в другом, в этом фруктовом саду стоит дерево не фруктовое, например, да, предположим, собственно, то тогда мы имеем по цели максимального объема информации, скажем так, фруктовый сад. Земля, где находится фруктовый сад, имеем единичное дерево, предположим, сосну. И получается, что мы можем рассматривать фруктовый сад как исходящим из точки сознания, которая соотносится к сосной, как некий индивидуальный признак, а можем считать, что такой большой фруктовый сад, но там внутри есть сосна. Идти от большего объема к меньшему. Да? Посмотрите, при таком развитии сознания вы получаете, сопоставительном развитии сознания в анализе, вы получаете наличие очень большого количества своеобразных логических сфер. То есть как на духовной основе строится логика.
Когда вы анализируете эти две позиции, вы видите развитие большого количества логических сфер. В логическом диапазоне они из области организации такой логической фазы начинают расти, но как своеобразные там воздушные шарики вылетать в пространство духовного уже управления. При этом формируясь в виде мысли. То есть в данном случае я говорю о том, как формируется следующая мысль за первым уровнем управления. Значит, в связи с этим вы делаете вот сейчас в текущем времени такое управление. Передо мной, там в радиусе, например, если считать, что центр сферы возле меня находится, в радиусе там 2 метров, существует сфера, и вот передо мной существует граница этой сферы. Значит, вам нужно на границе этой сферы, как на неком экране, построить 2 типа управления. То есть первый тип логический, второй тип логический, который возник от того, что вы знаете, как возникает ваша логика, и строите логику на духовной основе. То есть первый тип вы логическую фазу строите, потому что вы логически мыслите, другой тип, когда вы строите логику, организованную вашим духом. И на этой поверхности сферы постройте управление теми событиями, которые вы считаете нужными. А я просто понаблюдаю. Цель управления – получить из совмещения двух процессов бесконечный вертикальный световой столб. Как, скажем, своеобразная аппроксимация или развитие вот этих вылетающих логических сфер. То есть цель такая, что на оптике вы должны получить вертикальный бесконечный столб, световой, в плане оптики восприятия. Если в управлении бывает много мыслей, постарайтесь выделить одну мысль и работать с одной мыслью. Сделав такое управление, получив достаточно, скажем, высокую концентрацию сознания на уровне познания в данной области передо мной, постройте модель организации организма человека из систем например, взаимодействий. То есть мы берем 2 клетки. Первая клетка существует, то есть вы ее воспринимаете. Вторая клетка, вы ее строите. То есть, совершаете акт управления по отношению, например, к второй клетке. И из взаимодействия этих 2 клеток построить организм человека, там, свой или кого вы лечите. Это надо сделать быстро, там, в считанные секунды. Но когда вы построили организм человека, то значит, вертикальный уровень человека, то есть вот размер вертикальный, да, световой, он должен быть более четко проявлен. То есть вертикальная составляющая, в основном в отношении, например, левого плеча, она должна быть более четко проявлена. Значит, когда вы, человек, он не обязательно должен быть именно там, как по анатомическому атласе, да? И вот вертикальный световой столб расширите настолько, чтобы началась самоорганизация органов внутри этого человека. То есть там сердце, например, создает печень предложит почки и так далее. Система взаимного и дублирующего резервирования организма. Теперь получите ту точку внутри организма, которая все это организовывает, но внутри физической ткани организма. То есть одна точка, где есть информация о всех этих процессах, точка организации человека. Теперь эту точку облечите в логическую фазу познания. Вот я говорю, например, облечить в логическую фазу познания, значит, надо просто взять и отвлечь. Берете элемент сознания, который называется логической фазой, и заворачиваете вот этот образ. Да? Значит, теперь найдите духовное содержимое, как отраженное этой логической фазы внутри, например, печени. Вот где находится дух внутри печени. Как он строит печень. Как посмотрите на процесс развития, как своеобразный кристалл. То есть развивается этот кристалл, да, и получается печень. Но печень получается из духа. Если вы из вашего духа, если вы пойдете выше, там есть элемент присутствия и развития создателя, да, его идеологии. Если пойдете в сторону стенок организма, вы получите ту же печень из логической фазы.
Значит, теперь это не обязательно должна быть только печень, может быть любой орган. В принципе, может быть любое событие, если вы работаете по отношению к этому конкретному человеку во внешней области, то есть во внешней, по отношению, например, к коже, да? То есть не внутри человека. Тогда вы можете также работать с любым событием, также строить. И вот получается в данном случае, что событие это внешняя система, но управление внутри, то есть движением, там, развитием каких-то органов и систем на духовном основе, вы строите внешние события. Логический переход очень понятен. То есть любые внутренние процессы вызывают изменения во внешнем пространстве событийной реальности, обычной реальности, то есть физически в том числе. Значит, в качестве домашнего задания по аналогичной схеме посмотрите, как происходит управление от внешних, скажем так, объектов. Если вы знаете существование объектов, как бы их способ организации, их вообще смысл в зависимости от того, что вы знаете, как вы организовываетесь. Значит, как только вы знаете, как вы организовываетесь, вы видите, что в каждом объекте есть свой смысл, управляющий смысл. Тогда управление заключается в том, что вы входите в объект информации и видите, ну, так скажем, глубину смысла. Есть такое понятие, как, например, вещь в себе, да, или субстанция, истинная субстанция, там, например, в смысловом понимании для какого-то объекта, предложил передо мной там сфера, где вы делали управление. Тоже как объект управления. Перейдите в управление, которое не оформлено именно в биологическом плане. То есть работайте с системами управления, которые оформлены, предположим, как мысли, формы, как элементы управления сознанием. И вы увидите, что подход, в принципе, он однотипный. То есть задачи, и домашние задачи, и текущие, сейчас сразу это надо понимать. То есть видите управление такое, что это надо понимать сразу. Сделали управление, и вы понимаете, что текущие задачи являются обязательное нахождение унификации, то есть одного и того же духовного или душевного импульса управления, который приводит к управлению любой системой. Например, вы можете сделать управление, значит, информационно содержимым, да, скажем, мыслями своими, которые приводят к управлению следующему в реальности, а можете делать управление физической реальностью, можно там излечивать или менять события, или допускать взрывы ядерного реактора. Но при этом у вас импульс управления должен быть один и тот же. Данная техника, значит, она такова, что импульс первичной организации он один. То есть создатель единожды, например, создал все, и в принципе надо понимать, что эту технологию надо тоже изучить. И знать, как это делать. Следовательно, импульс единый, который рождает общее или всеобщее управление. Значит, в соответствии с этой, так скажем, задачей, вам нужно сейчас будет сделать, ну, своеобразный такой тренинг, который заключается в том, что вы должны будете модулировать сознание, да, или, так скажем, модифицировать элементы сознания, давать следующее развитие сознания, собственно, развивать сознание в текущем времени, таким образом, чтобы импульс, о котором я сказал, был в виде сферы передо мной на расстоянии там, тех же 2 метров, смоделирован вами, пусть это будет импульс, там, который выглядит как сфера, например, там, 20 сантиметров в диаметре. И вы должны этот импульс сделать, унифицированный импульс, из которого происходит все управление. Импульс формируется лучше всего все внутри вас. Он сформировался, вы его вынесли, сюда поставили, показали, можете, в принципе, как инструмент положить, например, да, в ту же точку обратно. Но при этом сделать управление по своим опять задачам, по задачам, например, зала или по общесоздательным задачам. Прямо передо мной делать управление. Я понаблюдаю. Когда делаете такое управление, смотрите, где стоит сфера других. Дело в том, что я специально дал одну точку, да, какую-то более общую точку, но это вот развитие тренинга точного ясновидения. То есть
целевого пространственного ясновидения, в том числе управляющих. Смотрите, где стоит сфера других, и ставьте сферу, ну, как бы лучше рядом, а не старайся, как бы, ну, вытолкнуть, что ли, да, сферу другую. При этом, естественно, пространство начинает заполняться. Тогда сфер много передо мной, но задача-то стоит в пределах одной сферы. И там нельзя заполнить весь зал, как шариковый. Решите задачу, какое должно быть туда ясновидение, как бы интровертное. Я сказал, что существует свет в минус области, да? Постройте интровертное, то есть идущее как бы внутрь ясновидения в этой же области. Ну, как бы создайте просто, ну, предположим, там, следующее измерение, да, такое, и все. Но в той же области. Значит, когда вы это делаете, обязательно осваивайте параллельно, это многофакторный такой механизм, что интровертное, то есть независящее от внешнего пространства ясновидение имеет прямой управляющий доступ и бесконечный доступ. То есть для того, чтобы преодолевать пространство, например, да, на сознании, не обязательно преодолевать его логически, ускоряя это, например, да, духовно или боевым условием, а достаточно создать пространство, как бы минус пространства и управлять из него, что гораздо проще, потому что никуда двигаться не надо. И вот эта задача примерно такая же. То есть как только вы получаете уплотнение в пространстве по взаимным сферам, вы их начинаете чувствовать, видеть, и видите, что сфера начинает как бы одна по другую тереться, тогда вы просто-навсего делаете минус область и входите в нее, там, скажем, назовем это измерением. Да? В общем-то, как размерность, она видна на сознании, что такое измерение. Да? Измерьте метр в сантиметр, возьмите логическую как бы рулетку, сантиметр, приложите, лучше, если он будет такой, ну, как бывает сантиметр матерчатого типа. Приложите в одно пространство, положите в другое, там сантиметр удлиняется. В сознании видно, что удлиняется пространство. Таким образом можно выращивать, например, там кости, удлинять или рост, или вообще как бы наращивать органы и как бы расположение клеток между клетками делать нормированными, если они очень уплотнены. То есть это в том числе механизм рассасывания опухолей. Значит, если вы, например, делаете управление по организации человека, то есть речь идет о воскрешении в данном случае, то воскрешение в данном случае выглядит как проявление интровертного уровня управления, то есть минус пространства в области обычной, то есть насыщенной области. Там, где оптические элементы очень сильно концентрированы, например, существует физическая материя, проявленная, например, там, водой и какими-то еще микроэлементами. То есть получается закон создания человека всего лишь навсего это уровень знания по управлению организацией обычной материи, где управление таково, что все организует собственная душа человека, изначально созданная создателем. Поэтому уровень от создателя всегда обязательно. В любом управлении старайтесь находить уровень от создателя как уровень первично следующий, и когда входите в логику управления, возможно, если вы так считаете нужным или идете на очень большой скорости, смотрите, как работает создатель, то есть как делает создатель в этом случае. И вот чтобы смотреть, как делает создатель, то есть как учит, да, получается, делает, то есть показывает, значит учит, увидите, значит научиться. В данном случае. Значит, вам нужно просто-напросто создавать систему, ну, как бы взаимных, что ли, ценностей в развитии траектории вашего управления. И сообразный путь вы видите весовые характеристики, что при такой конструкции вам надо видеть структуру создателя. Как это делать? Вы можете это закладывать на логической схеме. Это можно, во-первых, параллельно отсылать, во-вторых, можно просто посмотреть вперед и увидеть, что при высокой концентрации контакт создателя должен быть, предположим, ну, там, на логической фазе, да? При такой-то концентрации световой, это может быть более точечный или похожий на конусообразный уровень. И бывает уровень сообразный песочных часов, тогда контакт с создателем в основном происходит на духовном уровне, прямой контакт. И когда вы набираете, например, уровни, ну, там, прямого контакта, так скажем, да, у вас возникает образ создателя, который и несет управление. Это и есть тот мир, которым вы управляете. То есть, по возможности, найдите присутствие души в логической фазе управления, там, где вы думаете, там есть и душа, и дух, и присутствие создателя. И тогда будет ясно, как организовывается мысль за следующей. То есть я вам сейчас показал механизм,
организация, ну, в том числе, в процессе лекции, следующей мысли, да, на основе духовного управления. А вот мысль, которая организуется за следующей, это другая технология может быть. Потому что в пространстве это может быть более удаленная конструкция. Как подойти к мысли, которая реализуется за, например, скажем так, вторую мысль, да, третью там, или десятую, значит, вот это нужно разобрать самостоятельно и по возможности увидеть, что понимание и процесс познания – это умение организовывать каждый следующий удаленный объект настолько сильно, что понимание всеми текущими объектами возникает, ну, как бы само собой. То есть, если вы там читаете газету, а смысл как бы, вообще всей газеты понятен, потому что вы, ну, например, видели по телевизору, ну, более отдаленная вещь, а этот материал, то свечение увиденного может нести просто логический фазе света, вам тогда не надо читать газету, вы просто посмотрели и получили духовные знания. Например, от одного слова или нескольких фраз, да, или от одного изображения. Принцип данного познания заключается в том, что вы можете строить систему управляющего познания, потому что вы строите дальше и глубже, как бы, да, и расширеннее, и как технологичнее, чем те объекты, которыми вы должны управлять. То есть принцип устойчивости заключается в том, что вы строите вокруг, ну, как бы гораздо лучше. И вот свет идущий, то есть свечение идущее от этих объектов, оно таково, что оно, конечно, содержит всю информацию, в том числе того объекта, которым вы управляете. И тогда линии управления, они, значит, таковы, что вы не обязаны строить прямой траектории управления, достаточно построить все, что вам понятно вокруг. Следовательно, управлять объектом через свое сознание, прямое управление сознанием, может строиться так, что достаточно построить любое понятное управление, засветить это управление, и вы будете управлять объектом, в котором разбираться, может быть, не надо. Из этого следует, что управлять можно всеми объектами, даже сверхсложными, значит, любыми там какими-то искусственными, там, воссозданными конструкциями, в принципе, любыми конструкциями. И поэтому управление, например, связано с прямым доступом, тоже помещается в эту логическую схему. Раз можно управлять известными системами, то, получается, можно управлять, в принципе, всей системой. Да? Вопрос только в технологичности управления, то есть любой системой в любом времени. И в принципе, поставить любой вопрос. То есть я, например, могу поставить вопрос в этой схеме, что мне нужно достичь значит, макроспасения, да, за конкретные сроки, например, да, я могу поставить сюда сроки. Возникает, конечно, вопрос обучения, то есть присутствие свободной воли всех людей, но в принципе это можно в контур как бы сроков поместить, и сроки должны быть, чтобы суметь, например, превратить, например, возможно, глобальную катастрофу. Тогда, чтобы обучить, я могу не обязательно, мне нужно часто, предположим, вникать в систему предварительной подготовки слушателя. В данном случае я могу построить, например, свои области управления, которые понятны мне, и эти области управления высветить настолько, что я вижу, что у слушателей события изменились в плане макроспасения, и этот человек, или там и люди, которые слушают, они точно спасутся. Но получив знания уже по-своему. Значит, или могут однозначно, так же, как я говорю, да, получить. Также вы можете передавать образование любым категориям слушателей по этой схеме. То есть достаточно построить известные конструкции, значит, высветить области, которые понятны вам. В технологии передачи информации это можно выглядеть как система не очень сложная. И таким образом передать знания. Вот по этой схеме в качестве самостоятельной работы вам нужно передать знания о сегодняшней лекции, то, что вы поняли. Значит, максимальному количеству, скажем так, слушателей сразу, а потом всем, кто будет смотреть видеокассеты, кто будет слушать эту лекцию, как бы в бесконечном будущем, всех их научить от себя лично. Причем в том контексте, как вы поняли эту лекцию сейчас. Поэтому принцип обязательного понимания, как я сказал, этот принцип здесь актуальный. Обязательного понимания, но понимание, например, там по-своему, да? То есть понимание, оттенки понимания не лимитированы никак.
достаточно отслеживать принцип прямого управления. А этот принцип — это управляющие координаты, которые сказаны в этой лекции, но сказаны неявно. Выберите неявные функции, о которых я не сказал, как бы неявной степени, то есть что является целевой управляющей конструкцией или критерием нормы или правильности управления, если очень много управляющих систем. Это сложный такой вопрос, но значит, на него надо ответить в контексте сегодняшней лекции. И при работе сегодняшней лекции по возможности выявите те конструкции, которые бы были вам очень быстро понятны. Понятно, например, если вы применяете какой-то анализ, да, или же там более глубокий анализ. И с помощью сегодняшней лекции сделайте так, чтобы все позиции, которые таким образом можно рассмотреть, они были бы одинаковы по скорости управляющей, по конструкциям управляющей, по качеству управления. Смысл технологии в том, что для макроспасения часто требуется мгновенное, то есть спонтанно или очень быстро управлять. Тогда находить конструкцию какую-то углубленную нет возможности по времени, да? И тогда любая конструкция должна быть управляющей такой же, как очень сложная конструкция или какая-то очень развитая. А здесь помогает все та же технология высвечивания развитых конструкций. На этом я заканчиваю сегодняшнюю лекцию. Сейчас в контексте сегодняшней лекции я отвечу на вопросы. Значит, часть из них была еще сформулирована на таком физическом уровне в виде конкретных записок, и часть вопросов будет, вопросы, которые я сам моделирую, то есть я смотрю, что вызывает в будущем, например, вопросы, и так называемые смодулированные вопросы и ответы на них же. То есть какие, например, могут возникать вопросы по ходу, например, развития лекционного курса, не обязательно только именно в этой лекции, может быть, в контексте связи, да, с другими лекциями или, в принципе, по отношению к данной лекции. И в связи с этим я сейчас, во-первых, в первой части отвечу на вопросы, которые были записками, раньше, не те, которые вот сегодня лежат. Например, один из вопросов был такой, как восстановить, локальное давление крови в ноге. Там речь шла о правой ноге. С точки зрения диагностики, там, по определенным причинам, поднималось давление венозной, в том числе артериальной системы кровоснабжения. И был вопрос, как если человек рассматривает процесс, например, в себе в таком плане, что он считает, что надо восстановить по его диагностическим данным, то как это сделать? С точки зрения сегодняшней лекции, во-первых, стоит вопрос диагностического плана. Диагностика в первичном импульсе восприятия, где есть бесконечное множество, например, решений и правильная информация такого плана, что в одной локальной ноге повышено, например, давление, что достаточно необычно звучит, предположим, с точки зрения, ортодоксальной диагностики. Хотя, естественно, при тромбообразованиях такие вещи бывают, да, и они достаточно распространены, но в данном случае по тем данным, которые есть у меня, там речь шла о другом процессе, связанном в основном с активацией, массы вещества и в определенном месте, да, например, крови, и связанном просто с небольшим, очень небольшим, физически незаметным уровнем разницы, то есть обычными средствами, предположим, тонометром нельзя было бы обнаруживать эту разницу. Но человек именно поставил такой вопрос. Так вот, ответом на данный вопрос является то, что когда первичная диагностика, воспринимаемая человеком, изнутри себя, то есть, получается, он же воспринимает свой собственный организм, и тогда, встает вопрос, а вообще чем он воспринимает. Когда так ставится вопрос, то первый уровень итерации по доступу сознания — это головной мозг, как правило, да, считается, что
головной мозг обрабатывает как бы максимальное количество информации, поэтому является управляющим во многом органом. Второй уровень, если вы рассмотрите, то с точки зрения как бы уже не социального сознания, то есть не коллективного сознания в плане известных знаний, то есть знание о том, что головной мозг является управляющей системой, это знание, ну, как бы во многом ортодоксально. А вот то, что, значит, в правой ноге повышенное давление, это знание духовного содержания, это другое свечение. Свечение имеет локальную природу, конкретно, например, в правой ноге, но при этом находится в области более узкой, чем правая нога. То есть при первом импульсе сознания это свечение как бы охватывает ногу, а когда вы приближаетесь, оно оказывается внутри ноги. То есть диагностика духовной составляющей в управляющем процессе заключается в том, что при приближении, как бы вы наезжаете, как в кинокамере, на объект информации, что при приближении к объекту информации у вас область сжимается. То есть область восприятия становится уже, фактически просто световой уровень становится меньше по объему. Это говорит о том, что вы воспринимаете на духовном уровне. Следовательно, духовная диагностика есть, получается, диагностика самого себя, но на духовном уровне. Есть на как бы логическом уровне текущей фазы там, реальности организма, где логика получает информацию о нормированном состоянии, например, до всех органов. В этом плане логика показывает, что нет проблем, там как бы нормальное состояние, небольшие перепады локально, повышенное движение крови, это естественно, в принципе, с большим резервом даже является нормой. Но по каким-то причинам существует задача в пространстве перед человеком сбалансировать этот процесс. Так вот, причина заключается в том, что когда я говорил о том, что если рассмотреть как своеобразный, да, коралл сознания, а духовную основу как волну вокруг коралла, это жесткая система, правильная система, жестко правильная, это, да, ну, например, логическая фаза сознания, а, значит, духовная, это, ну, такая аморфная система, типа как воды, то рассматривая принцип существования коралла, да, коралл же растет в воде, и сознание тоже организовывается в том числе из духовной системы логической фазы, логическая это следственная система, то, следуя этой логике, пространство вне человека, вне физической части, да, человека, создает человека в том числе. Ясно, что Создатель создает человека, но значит Создатель присутствует в пространстве перед человеком. Логика такова. А духовное содержание таково, что, значит, Создатель на духовной части существует в каждом элементе человека в бесконечном уровне духовного развития, да, духовного статуса просто. И когда вы соединяете все эти позиции, вы получаете уровень развития души на логической фазе в ту систему, где вот получается дисбаланс духовный, выявленный на духовной диагностике состояния вот этой вот правой ноги, где физические критерии очень незначительны. Значит, следуя этой логике, значит, ясно, что для человека была выставлена задача познания данной локальной области, как сделать духовную диагностику, как сбалансировать систему и почему. Я уже показал определенные фазы этого процесса. Чтобы будущие события были сгармонизированы. То есть элемент влияния будущего управляемого события, причем даже хорошо управляемого, да, попадает, например, на правую ногу. Значит, элемент события связан там, с информацией ноги. Дисбаланс события какого-то там, удлинения в реализации вызывает ненормированность, пусть небольшого уровня, но на физическом уровне. Если рассматривать эту конструкцию наоборот, то вы получите, значит, то, что организм сформирован так, что он реагирует на конкретные события, и многие болезни могут быть потому, что это своеобразная система, когда организм не дифференцирует, а вот в них будущие события, они начинают изменять текущую систему, текущую структуру организма. Поэтому с точки зрения лечения, в данном случае вывод, да, общий такой, что лечение, в том числе и то, что вы
нормируете сигнал из будущих событий, который идет к вам. Тогда вы получаете норму, во-первых, управляющую по событийному уровню, так и норму по регенерации, то есть по собственному восстановлению. В принципе, это соотносится не только лично к вам, и относится, но и ко всем. То есть вот ответ с точки зрения сегодняшней лекции, он в общем такой. Просто посмотрите, где в данном ответе содержится фаза текущего времени, да, фаза прошлого времени, и где ставятся акцепторные точки, которые формируют вот это объяснение. Это в качестве самостоятельной работы. Значит, второй вопрос, который я бы сформулировал с точки зрения того, что на него могут понадобиться как бы ответы, состоит в том, что если вы рассматриваете элемент сознания как проявленную вашу систему, например, вы считаете, говорите, вот где-то мое сознание, вот оно в таком-то месте засвечено, например, то, значит, оптически имеется в виду засвечено, на оптических уровнях, то соседний элемент сознания, во-первых, почему он находится в какой-то конкретной точке, во-вторых, почему он называется соседним элементом и элементом другого сознания. И исходя из этого, значит, как сделать так, чтобы управление было общее созидательным в плане наличия всегда места, скажем, да, управления, всегда областью управления, и не было бы проблем с наличием там концентрации, как я вот показывал, по количеству сфер высокой концентрации в пространстве физическом. Так вот, ответ на этот вопрос такой, что когда вы организовываете систему, то есть смотрите, как организовывается ваше тело, анализируете, смотрите, как организовываются события, то вот общность в организации любого элемента реальности, понятие вообще общности, это и сфера. Например, да, информационная сфера. Вот эта сфера, это и есть или просто пространство информации такого типа, что там существуют все переходы и все уровни знаний. И вот понятие выявления другой конструкции сознания, это назначение, в том числе и назначение, значит, другой конструкции сознания в этом месте. То есть вы видите работу создателя по созданию этого элемента сознания, если глубже войти в систему. Но видите, например, предположим, там одна сфера в 2 метрах от меня, 2 в 2,5 метрах, да? Я делаю дифференциацию, я вижу, что другой элемент сознания, я, во-первых, могу назначить, сказать, что это элемент сознания другого человека. А при этом я могу задать универсальный подход лично от себя, то есть сделать духовный импульс однотипного уровня, доступа, да? То есть один и тот же сигнал, да, например, духовного сканирования, духовного там познания, и тогда я получаю, что в принципе создатель работает везде одинаково. То есть для создателя какая разница, там, чей элемент сознания, в каком месте находится. Значит, когда вы углубляетесь в постижение вот этого уровня души, через логику развития духа, обратите внимание, уровень души через логику развития духа, то вы видите, как проявляется душа в вашем физическом теле. И организация той точки, сборки, скажем, да, человека, той точки, о которой я сказал, вокруг которой собирается вся информация человека, уже выглядит итерационным, то есть логически последовательным образом. Когда вы, например, посмотрите таким образом, вы увидите ответы на многие вопросы по сегодняшней лекции, когда вы задаете каждый шаг как логически правильно, то есть вам некуда торопиться. Каждый элемент анализа от вас никуда не убежит. Вот вы задались анализом, он фиксирован. Система фиксации, она еще более жесткая, более надежная, в принципе, она абсолютно надежна. Там нет, например, условных систем физических пространств. И поэтому старайтесь работать всегда системно, сосредоточенно и спокойно в тех областях, которыми вы занимаетесь, на этой основе, о которой я сейчас сказал. А вот почему именно так, можно еще промыслить и найти там соответствующий уровень там, или несколько ответов, или же плоскость целого ответа, который ожидает, или следующего ответа, или вопроса. Вот я окончание дал этого ответа не четко проявлен, по фиксированным фазам сознания. То есть есть жесткие фазы, которые просто зафиксированы, и все, и вы понимаете однозначную величину. А можно понимать обобщенные фазы, то есть они не сформировались в понятие, но вы их тоже можете понимать.
В основном это понимание душой. И постарайтесь в управлении развить вот это понимание, понимать душой. Не переводить в логическую фазу, не переводить даже в духовную фазу, а понимайте душой. Вот я посчитал бы, что это полезно в освоении лекций, где механизм понимания часто многозначен, то есть многофакторен, и такая технология, она поможет. В данном случае вот я сейчас отвечаю на вопрос, который находится передо мной, и, значит, он такого содержания. У моего сына проблемы в школе и во дворе с детьми. Значит, он, дальше я уже читаю, во-первых, всего боится, защищаться не хочет, и, значит, с ним не играют и бьют. Вот такая вот проблема. Значит, с точки зрения технологии управления, да, вот этой ситуации, связанной с тем, чтобы создать нормированное развитие сына, я прежде всего, значит, звать его Васин Сергей. Я прежде всего предложил такую характеристику, я вот специально выявил эту координату, как бы такую, как имя, да, фамилия, что в данном случае важно использование коллективного сознания, потому что это происходит в социуме. То есть некоторые элементы не надо по возможности как бы проводить через управление, так скажем, дистантное, когда вы не воспроизводите. Если можно сказать, лучше сказать, да, чтобы управляли ученики. Это вот тот случай, потому что это касается социальных систем. То есть диагностика, она не всегда, конечно, однозначная. Можно и не говорить, в данном случае я посчитал, что лучше сказать. Так вот, когда выявлены конкретные системы, вы сейчас просто поработаете, ну, совместно, так скажем, да, по этому случаю, и поработаете следующим образом, что надо ставить систему, значит, развития технологий создателя во всей школе. Вот из этой системы получать развитие, например, там в Москве, потом по миру, и получать, что не должно быть, ну, как нигде притеснения, никого, никогда. То есть вот такую совершенно общую конструкцию сделать вот сейчас передо мной. Из такого, казалось бы, да, локального, но принципиального случая, потому что в технике управления не бывает, как правило, там частных или каких-то минимальных случаев. Каждый случай всегда он имеет одинаковую, ну, как бы ценность, что ли, одинаковый статус, как правило. Значит, поэтому вот так как управление унифицированное, и смысл такой, что для создателя-то любая ситуация, она одинакова, по сути, управляющего импульса. А вы изучаете технологию работать так, как работает создатель. Поэтому по этой, значит, технологии вы сейчас это сделаете. С выходом обязательно на макроуровень. Используйте, ну, все компоненты сегодняшней лекции. Кто как это понял. И делать это надо прямо сейчас. И вот элемент вашего понимания, как вы поняли, вы видите в виде сферы, то есть работаете в сфере передо мной находится возле плоскости пола, а сфера понимания находится на расстоянии 2 метров. Сферу понимания, как работать, изолируйте, это другая информация. А это наблюдаем. То есть вы решаете конкретную проблему с макросмыслом управления. При этом вы можете решать параллельно возникающие у вас по ходу управления там собственные, там, например, проблемы, собственные задачи и так далее. Если в задаче управления возникает по траектории собственная задача или задача там, ну, собственная задача, это может быть задача пациента, тоже ваша собственная получается. Просто как бы ассоциативно на улице вы где-то что-то видели, как бы совершенно в стороне, все равно решайте. И вот итерация решения должны быть такие, что на каждом уровне логического развития управления вы должны везде получать точные решения. Обратите внимание на частности. То есть, если возникает задача, связанная где-то вы видели на улице какие-то притеснения, там детей, предположим, да, это все включайте в управление. Просто детей, которые беспризорны, включайте в управление. То есть все нормируете по ходу, казалось бы, одного только управления. И вот когда вы доходите до центра управления, то есть вы доходите сигналом, скажем, управляющим до цели, да, оптической цели управления, дальше
заново решите опять макрозадачу. То есть распространите выявленные или там примененные законы для макроуровней, включая бесконечное развитие. Теперь посмотрите, значит, через внутреннее видение, духовное видение, ясновидение, посмотрите на разницу сферы, где происходило управление, сферу понимания. И сделайте так, но сделайте душой, что сферы одинаковые, они не отличаются ничем. Сфера вашего понимания, сфера управления – это одно и то же для души. Это надо сделать. Душа должна работать сейчас. Это инструмент работы, то есть не в состоянии покоя, работа не через опосредованность, а конкретно работает душа. Прямо, опять же, передо мной или в пространстве души. Более точная характеристика в пространстве души, управление души, пространстве души. И вот когда вы эту работу сейчас уже, во многом почти сделали, я просто несколько быстрее, вы увидели, что в будущем это еще откроется, там, например, через несколько минут, да, что это и есть проявление души. Все, что вы сделали в этом пространстве, это и есть проявление души. А проявление души – это вы сами. В том числе вы сами. Я много раз повторяю слово, в том числе вот в сегодняшней лекции, я это делаю специально. Оставляю следующий смысл в познании. И, значит, когда вы делаете коллективное, скажем так, добро, да, коллективное спасение, по одному частному случаю распространяя на макроуровне, вы получаете самого себя. То есть глаза души, если так, скажем, да, говорить, с той точки зрения видит вас же самих. То есть любое созидательное управление, любое созидательное действие вы получаете самих себя. Следовательно, значит, любое частное управление по созиданию, это как, во-первых, реальное, да, развитие извне, любой системы, позитивное развитие, например, там, решение данного вопроса по норме, чтобы никто не бил, чтобы он социально там нормально развивался, да, данный человек, о котором мы сейчас вели речь, и в отношении которого шла работа. И при этом вы получаете в каждом импульсе созидания как самих себя, так и все внешнее управление. Но импульс созидания происходит из души, изначально, например, находящейся внутри вашего физического тела, можно так рассмотреть. И тогда тот принцип, что и управление, и управляющий объект, и первичный импульс управления находится в одном элементе сознания, как я ставил вопрос во время лекции, в данном случае переходит на то, что это находится в одном элементе души. Это находится в душе или вообще, когда есть макросмысл, то есть развитие в сторону Создателя, уровень всеобщей любви, или находится в уровне собственного развития по, например, идеологии созидания. Что по идеологической цели в бесконечности это одно и то же. Следующий вопрос, он таков. Значит, раньше я, здесь вопрос касается некой предыстории. Значит, раньше я голодала здесь по 10 и 21 дню, но после выхода из голода вес восстанавливается со знаком плюс, так скажем. Ваше отношение к голоданию и рекомендация, как сохранить потерю веса.
Ну, во-первых, если есть время, так скажем, да, и есть возможность заниматься какими-то еще системами такими физиологического, что ли, плана, нет проблем, кому нравится там заниматься голоданием, тот может. Естественно, есть, правда, ограничения, связанные с тем, что в этом случае лучше иметь консультации специалистов. Вот, как бы не каждое голодание может быть, да, во-первых, полезно. А мое отношение связано с тем, что я отношусь как к системе, опять же, как бы личного плана и личного, да, восприятия, и считаю, что все-таки по возможности, значит, в том числе в момент голодания, нужно использовать системы структуризации сознания, относящиеся, в плане, что ли, вашего развития к тому, что вы должны понимать, что происходит в процессе голодания на уровне самодиагностики, самовосприятия, вашего саморазвития. И, в принципе, если эффект голодания связан с каким-то конкретным уровнем цели, по возможности все-таки прослеживать, как это делается за счет структуры сознания. То есть я все-таки сторонник любой процесс отслеживать на сознании, и чтобы сознание имело информацию, то есть ваша, получается, иммунная система понимала, что происходит. И, в принципе, в этом случае иммунная система тогда может регулировать, дальнейшее, что ли, ваше развитие, то есть ваша информация развивается не дискретно, когда вы умеете контролировать все сознанием. То есть в любых технологиях я советую все-таки технологии контроля от сознания реализовывать. Следующий вопрос такой. Были стремительные роды у ребенка, повышенное внутричерепное давление, жалобы на боли в голове. Но в данном случае нужно применить технологию с точки зрения сегодняшней лекции, а это разделить просто, например, левое полушарие, рассмотреть с точки зрения процессов, которые были в прошлом, секунду, день, два, до недели назад. С такой объем информации рассмотреть. И то есть левую часть головы даже можно взять, но лучше именно левое полушарие головного мозга. И в сознании выделить ту часть процессов, которые соотносятся с этими событиями, относящимися к мозгу. То есть события, которые относятся локально к мозгу, можно не обязательно их прослеживать, но можно и проследить, что к этому полушарию в прошлую неделю относилось. Если говорить о своеобразном логическом каркасе сознания, то вот элементы вне этого уровня, это и есть логически жесткий каркас. А элементы, которые выявляют сознание, это есть логическая фаза, проявленная в духовном плане. В правой части головного мозга, именно в правом полушарии, нужно рассмотреть все события будущие, причем в условиях, так скажем, бесконечного развития, и рассмотреть уровень стыковки этих двух уровней, да, то есть, проще говоря, элемент текущего времени, как он вообще проявлен. То есть текущее время, если левое полушарие это прошлое событие, а правое это будущее, при таком назначении, как тогда выглядит весь организм, да, ребенка, или всех окружающих людей, и как они проявлены с точки зрения нормы. Вот что является нормой в текущем моменте. То есть, во-первых, не должно быть, да, каких-то антисоциальных событий по разных взрывов, то есть не должно действие, которое, сейчас вы делаете, должно предусматривать, что будущий элемент развития ребенка, и предполагает и устанавливает, кроме того, что предполагает, реально устанавливает и утверждает, так скажем, абсолютную норму социального плана. Когда вы рассмотрите такую технологию, то вы видите, что сигнал из будущего, он нормирован, то есть нормирует подход просто-навсего духовное развитие этой ситуации при выделении логической фазы. Когда вы это сделали, вы получили норму, которая получилась от того, что проработала духовная фаза. А вот как проработала духовная фаза, это можно и не наблюдать, если хотите, пронаблюдайте, там существует давление духа, но своеобразное, похожее на атмосферное, что ли, давление на логическую фазу развития.
Получается, что когда вы познаете и ставите логические фазы, смешанные с духовным планом, вы получаете специальную характеристику духовного удаления. Эта характеристика формируется душой. Если вы поднимаетесь выше, или, так скажем, задаетесь вопросом следующего уровня познания, вы видите, как работает Создатель в этой же части. Когда вы можете просто от познания путем как бы оптического отражения получать то же самое. То есть я считаю, что в данном случае в лекционном плане надо применить эту технологию в сегодняшнем лекционном плане и посмотрите, что можно еще детализировать с точки зрения вот моего того условного разграничения, что вот есть коралл, а есть вода, какие техники можно здесь добавить. Это можете проработать самостоятельно. Вопрос достаточно здесь есть вот актуальный, связанный с тем, правильно ли происходит управление там по моим технологиям, используя моих терминов, или же нужна какая-то коррекция. В данном случае правильность управления – это достижение реальной системной безопасности развития, скажем, да, элементов развития вечной жизни, как идеальной и реальной перспективы, и при этом достижение собственных систем управляющих, например, частных. В связи с этим технологии, применяемые как бы в идеологическом смысле, это один тип технологий, и они духовно должны быть дифференцированы, то есть правильность управления – это духовно-логическая фаза, содержащая также и фазу души, в пространстве души, которая выявлена в виде светового источника как цель управления по макроспасению. То есть это как некий там луч бесконечно идущий от вас и означающий цель макроспасения. Тогда вы управляете правильно, значит, по макросмыслу. То есть душа, дух, все понятия, которые используются в управлении, сосредоточены, исходящими из вашей груди, как некий луч, который направлен в бесконечность. И этот луч имеет миссию и значение, и функцию макроспасения в оптическом плане. То есть правильность можно диагностировать даже в оптике. Если луч начинает отклоняться или сужаться, или попадать больше в частные задачи, а не как бы соотносить с целью макроспасения или уменьшаться по интенсивности, значит вы просто добавьте цель. То есть смысл такой, что периодически вспоминайте, что вы управляете с точки зрения макроспасения. Лучше это первое время помнить, потом это будет все равно происходить автоматически, как бы, и любой элемент моего управления содержит уже это. Но вот и что вы имеете, как бы своеобразный маяк, что ли, да, это нужно делать. Я считаю, периодически это полезно. И второй уровень, правильность управления следующего плана, это частным уровнем нахождение, в основном лучше на духовной основе, но можно логические связи с этим лучом в вашем частном управлении. Значит, а так как технологии, которые вы применяете, вы можете применять по-разному, то обозначены множество критерий, построены как бы на оптике восприятия, он один из критериев. Цель управления по макроспасению может быть, в общем-то, другая. Может находиться просто на духовном содержании, не проявлена в виде некой оптической системы на сознании. Но при этом на духовном уровне вы точно знаете, что вы управляете для макроспасения. Тогда частное управление и системы связи уже понятно, что они уже есть в вашем управлении. То есть то, что я обозначил на оптическом уровне, это как один из элементов, который можно как бы пощупать, даже можно оцифровать при видеозаписях. Духовное сканирование на высоких скоростях, когда речь идет о духовном статусе, там это никак не цифруется зачастую, потому что там именно не визуализируется, но это то же самое. Поэтому главное иметь принцип, и вот именно идеологический принцип, который существует в вас, в вашей душе, это спасение всех, системное, безопасное развитие и как бы полная, по существу выявленная система развития. Во многом еще здесь так, по существу выявленная, то здесь сразу возникает вопрос. Существо развития, очевидно, во многом в том, что развитие должно быть вечным, и часто это единственная величина, сущности, развития процесса. Если процесс прерываем, вся система, теоретически может
реструктуризироваться, да, как бы в чем-то, да, вообще смысловой элемент развития, да, любого элемента, объекта реальности. И можно, например, на таком уровне находить понятийные системы и их делать тоже критериальные, как подструктуры. Я просто провел одну из логических схем в данном случае. Поэтому в развитии есть как оптические, так, например, духовные статусы, так и логические подсистемы, которые являются критериальными системами по отношению как бы к направлению управления, в зависимости от уровня там, вашего восприятия. Уровень я имею в виду, либо он оптический, либо он духовный, и я как бы в данном случае не говорил об уровне, ну, который соотносится с понятием, предположим, уровня размышления, или глубина размышления, глубина познания. Потому что глубина познания, она как раз и подразумевает вот, как бы в каждом конкретном случае специальный путь по как бы организации, ну, системы правильности развития. Я сейчас сказал только об основной, ну, как бы настроечной системе. А путем применения технологии управления просто можно ставить вопрос и просто получить критериальность в правильности действий. Но по большинству случаев это, как правило, не используется, потому что когда вы применяете управление, вы все равно отслеживаете следующий уровень операции, и правильность это и есть уже состояние духа. Здесь надо иметь в виду, что вы же работаете в необычном пространстве, где правильность это некая закрытая система. Правильность это тоже ответ, и он известен в управлении. Или надо ставить вопрос и сразу получать ответ. Ну, по специфике развития вы знаете, что вопрос не успевает часто сформироваться, уже существует ответ. То есть просто остается только управляющее действие. Это тоже надо учитывать, потому что то управление, которое делаете вы, это управление реальным временем, и часто понятие правильности существует только в самом акте управления. На этом я сегодняшнюю лекцию заканчиваю.